Доброго времени суток, друзья! Это видео, которое вы сейчас увидите, я сделала несколько лет назад. Дело в том, что ко мне обратились люди, мои знакомые, которые попросили принять роды у их собаки. Дело в том, что они этого очень сильно боялись. У них во дворе жила кобель сука азиатов, и они сами беспрепятственно вязались там несколько дней. И в предыдущую утечку так было. И после тогда, когда родились щенки, они все по очереди погибли. Хотя щенки, как они говорят, родились жизнеспособные, и они пытались есть, но в течение там какого-то времени, 5-6 суток, они все погибли. И владельцы это списывали в том числе на неудобные молочные пакеты. Поэтому видео так и называется «Неудобные титьки». И я тогда сняла по этому поводу видео, но через какое-то время его потеряла. То есть засунула в ту папку, в которую не могла найти. Вообще не понимала, куда это делать, очень сильно расстраивалась, потому что такие кадры редко бывает, можно снять. Их можно снять только тогда, когда у тебя есть вот это в наличии, и ты это можешь показывать. И нашла я это видео совершенно случайно, когда готовила видеоматериал для видео про вязки собак. То есть вот в сообществе у меня по VIP-подписке вышло новое видео «Вязка собак с инструктором». Я залезла в эту папку, там, где у меня были сложены видео про вязки, и наткнулась совершенно случайно вот на эти файлы, на это видео. То есть, когда я скидывала с камеры, просто не посмотрела, куда закинула, и потом найти это не могла почти 4 года. То есть, в принципе, там снято все вживую, то есть нет никакой озвучки. Вот как я снимала вот это все, рассказывала, так оно и есть. Поэтому, если кому интересно, опять же, воспроизводство, кормление щенков, выращивание щенков, я думаю, что вам это видео будет полезно. Добрый день, зрители моего канала. Сегодня я вам хочу показать видео. Особенно будет интересно, наверное, и полезно тем людям, которые хотят заниматься разведением и выращиванием щенков. Но это к тому, что это не так уж и просто. Хотя многие думают, что собака сама повяжется, сама там родит, сама выкормит, а вы только продадите и деньги себе в карман положите. На самом деле это не так. Показывать собаку не буду, потому что это не моя собака. Знакомые попросили принять роды и вырастить щенков. Ну, я как бы взялась. Они в последний момент просто обратились уже, побоялись. Очень большое было вымя, очень большие половые органы перед родами. То есть, в принципе, это не сулит никогда ничего хорошего. Особенно вот дряблые такие огромные влагалища. То есть, как правило, там щенки запутаются и там сулит, в общем-то, долгие тяжелые роды. Вот. Поговорить хочу не об этом. О том, что вот, например, крупная большая собака в итоге родила сама, целые сутки рожала. Ну, щенки все вот разные по, имеется в виду, объемом. Сейчас вот я буду показывать их. То есть вообще как бы даже в помете 10-12 щенков, щенки обычно рождаются одинаковые, и дальше их развитие будет зависеть от того, какой сосок кто занял. То есть щенки, как правило, тянутся и бегут кушать к определенным соскам. И вот сейчас вот хочу показать, маленько отодвину, что щенки очень-очень разные. То есть вот в итоге живых осталось 4, было их 7. То есть у нас получается один покрупнее, один поменьше, один прям самый маленький. Это вот, наверное, средний после крупного, скажем так. Как бы щенки разнополые, вот, ну и они все вот разные. То есть тут уже не зависит от того, сука или кобель. Вот они вот такие прям все разные. Вот, но дело не в этом даже, что я хочу показать, а хочу показать вымя, то, что молочные пакеты у собаки очень неудобные. То есть собака рожает не первый раз, второй, но настолько неудобные соски. То есть первый раз у нее были они все распухшие, торчали как у козы. Щенки не могли достать до сосков. То есть мы подкладывали в те года. Я приезжала, и мы тут, как говорится, учились. Вот. Сейчас соски, наоборот, вот лежачие. Они огромные. Вот, и приходится уже тоже манипулировать ими.
Дело в том, что молочные пакеты у собаки, они вообще разные. И разные по тугодойкости, и разные по объему. То есть, как бы многие думают, что вот задние соски, они самые большие, у них много молока. На самом деле, может быть, это и так, но они вот в первые дни после родов очень тугие, и щенки не могут их рассосать. То есть, здесь уже приходится как бы брать, на самом деле, декретный отпуск и тупо дня 3-4 сидеть с этими щенками и подкладывать их под сиськи. Вроде бы кажется, что они должны сами есть, да, но на самом деле это не так. То есть щенки, рожденные даже одинаковые, они в итоге потом, если ты не следишь вот за этим моментом, они все равно вырастают разные. То есть разные они будут до того момента, пока они не начнут есть из миски. Через какое-то время после того, как вы уже их будете подкармливать, они выровняются, конечно. И опять же, не показатель, какой из щенков вырастет каким. То есть многие думают, что если самый крупный щенок, то он вырастет самым крупным в помете. Да, если самый мелкий, он будет самый мелкий в помете. На самом деле это не так. То есть самый мелкий может обогнать самого крупного. Вот. А самый крупный будет мельче, например, среднего щенка. Вот. И я хочу сейчас показать, что и как делать вот при таком помете, когда маленькие щенки и вот такие вот неудобные молочные пакеты. Сейчас я установлю камеру на подставочку и покажу все близко и конкретно. Как я говорила уже, щенки у нас родились совершенно разными. Вот. И совершенно неудобно щенкам есть вот из таких молочных пакетов. Вот. То есть, например, что нужно делать заводчику? Заводчику нужно, чтобы все щенки к тому времени, когда их будут продавать, были одинаковые и товарного вида, да, то есть хочется сохранить поголовье, хочется, чтобы щенки были на самом деле крупные. Вот здесь вот отличие конкретное. То есть вот я положила тряпочку, тут не видно. Вот, маленькая и средняя. Здесь вот еще есть побольше щеночек, есть еще чуть-чуть поменьше. Во-первых, нужно смотреть на пузики щенков. То есть бывают щенки присасываются, вроде бы они сосут. Но вот, например, вот у этого пуза у него постоянно нет, который маленький. Вот у этого тоже. То есть что это значит? Это значит, что сосательный рефлекс есть, но не хватает все-таки селенок, чтобы вот высасывать. То есть тугие соски. Хотя вот я сейчас нажимаю, очень хорошо отделяется молоко. Вот, что делаем? Значит, сильных щенков мы вешаем на задние соски, а слабых на средние соски. То есть самые молочные и хорошо выдавливаемые соски это средние. А передние они не такие молочные, но тоже из них очень легко отделяется молоко. То есть мы будем что делать? Во-первых, здесь вот лежачее вымя, скажем так, на полу щенку неудобно кушать. Нужно сделать подставочку, то есть кладем тряпочку. У нас такая образуется подставочка. Так, давай-ка, друг, сюда. Вот так. Вот, то есть помогаем присосаться. Первые дни щенкам, вот сейчас вторые сутки пошли. Маленького что делаем? Конечно, можно кормить из соски, если уж когда совсем уж сосать не может. Но нужно все-таки помочь ему научиться есть. Тем более мамино молоко всяко разно полезнее. То есть вот у нас вроде бы щенок сосет. Сосательный рефлекс есть. Но вот всегда после того, как он минут 10 пососет, живот вообще совершенно не увеличивается. То есть вот он маленький щенок. Я сейчас ставлю камеру, и мы будем его помогать кушать. То есть что нужно сделать? Нужно доить. То есть действительно тут нужен декретный отпуск. Каждые 2-3 часа таких щенков нужно кормить. То есть либо вы это делаете через соску, там какая-то у вас смесь, либо заменитель сучьего молока. Но обычно это нужно бывает, когда большие пометы, когда действительно не хватает у матери молока. Здесь молока залейся. Просто у щенка не хватает сил высосать. Если, как сказать, будет дальше все само по себе продолжаться, щенок уйдет за радугу. Потому что щенки крупных пород, азиаты, кавказцы, они очень терпеливые. То есть, если они не наедятся, они молча отвалятся и будут как бы спать. Спят, потом раз и умерли. Вот, то есть, как бы они не будут пищать, верещать, там, выявлять там какого-то недовольства. Бывает, они выявляют недовольство, когда вот такие щенки сосут вот эти вот тугодойкие большие
молочные пакеты задние, молоко плохо идет, они пищат, возмущаются, но все равно свое дело делают, то есть конкретно висят, не отдерешь. Вот. Для чего это еще нужно делать? Раздаивать молочные пакеты задние. Затем, чтобы молоко все-таки отходило. Если оно будет застаиваться, то ничего хорошего не будет потом. То есть будет мастит. Мастит может быть гнойный. К тому времени, пока он разовьется, этот мастит, это будет уже щенкам дней 10. Щенки будут очень активны. Сосание они уже будут очень хорошо все кушать. Им без разницы, что сосать. Маститное молоко, не маститное. Если они не насосут такого маститного молока, то будет понос. Как вы думаете, без причины. На самом деле причина будет, потому что там очень много бактериальной микрофлоры. И у щенка такой понос может закончиться смертью. Вот. Но если вовремя заметить, то, что горячий молочный пакет, то, что там какое-то воспаление идет, где-то уплотнение, где-то, может быть, наоборот, уже там сформировался гнойник, и такой он уже флюктуирующий, то если вовремя заметить, начать лечить, то за 1-3 дня можно вылечить. Если у вас хороший ветеринарный врач, который в этом понимает. Вот смотрите, видите, насколько сильная струя? О, как у коровы. То есть я нажимаю, вот реально это прям мы доем. Не знаю, видно на камере, не видно. Сейчас попробую поближе снять. Ой, извините, ничего не видно. Я думаю, что, наверное, было видно в камеру, как это все льется. То есть реально это прям вот мы доем. Вот. Я думаю, что видно, что это прям идет очень сильный брызг. То есть, когда у нас щеночек поел, таким образом, видите, конечно, сейчас ребрышки, он еще худенький, потому что второй день, ну, в утробе, видимо, не хватало ему что-то. Но пузико у нас толстый, то есть мы хорошо поели. Вот. То есть берем другого. В принципе, у меня вот этот уже раздоенный сосок, у меня получается хорошо кормить. Вторые сутки пошли. Не зря хозяева боялись очень сильно этого дела. То, что им бы пришлось бы уходить с работы. То есть брать там какие-то выходные, чтобы их выкормить, либо они бы ушли бы. Так же, как и другие щенки. Вот здесь вот у нас сильно щенок опять просится. Сейчас мы его, не знаю, видно тут молочный пакет или нет. Угу. Задний. Сейчас мы его подвесим к заднему молочному пакету. Опять же берем тряпочку. Делаем подставочку. Видите, уже повыше стал сосок. Нажимаем. Показываем, что здесь молочко. И подвешиваем. Так, где у нас тут товарищ, которого надо кормить? Вот. Сейчас будем докармливать. Вот видите, оно тоже пузика практически нет, хотя они, в общем-то, постоянно висят на титьках у мамы, но не наедаются. Вот, ну так как вот у нас тут вот один молочный пакет очень хорошо доится. Он так на вид пустой, но молоко из него льется прям как у коровы. Вот. Задние молочные пакеты тугие тоже раздаиваем. Сейчас я покажу, как это делается. На самом деле там очень неудобно подхватывать это все. Сейчас. Двумя уже руками в разных местах. Это все продавливается, что ли. То есть все-таки надо как массаж такой небольшой. Но видно, что маме не больно, то есть ей достаточно приятно. То, что и рука не проминается. И после того, как вы вот это поделаете, и щенок очень хорошо покушает плотно, молочные пакеты реально становятся более мягкие. Вот, ничем смазывать нельзя. Ни в коем случае. Иначе щенкам попадет вся химия в рот и будут поносы такие же. Сегодня щенкам 7 дней. И хочу сказать, что вот все они выправились, стали практически одинаковые, вот эти 3. Вот эта, которая маленькая, с ней пришлось помучиться. То есть постоянно подкармливать.
материнским молоком, но из соска. То есть постоянно подвешивать каждые 2-3 часа, доить и кормить. То есть сегодня у нас будет обрезка ушей. И еще хочется сказать вот что. Почему получились такие щенки разные? Почему 3 щенка из 7 погибли в разном возрасте? Это один из недостатков содержания кобеля и суки вместе. То есть, когда течет сука, все-таки кобеля нужно убирать и не давать им вязаться то и дело 10 дней подряд, как это было вот в этом помете. То есть щенки родились, мне так показалось, все разного развития. То есть один был недоношенный, один сильно переношенный, уже мертвый, и один очень слабенький сам по себе. То есть вот выжившие щенки, но они вот разненькие были, когда родились. Сейчас их выправились. Я думаю, что вот эта девочка тоже выправится. Если вам было полезно мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Отвечу на все ваши вопросы.